Привет! Друзья, многие из вас прямо сейчас задумываются о смене профессии на более творческую. И, конечно, этому способствует и реклама. Skillbox начали рекламировать даже по телевизору. И в этой рекламе нам обещают зарплату от 80 тысяч после прохождения курсов. Все эти курсы делятся на два глобальных направления – техническое и гуманитарное, грубо говоря, дизайн и программирование. В этом видео я подробно разберу разные направления дизайна. Какие бывают виды дизайнеров, что они делают и сколько зарабатывают. И такая ли это творческая профессия, дизайн, как это принято считать. Поехали! Многие люди, задумываясь о профессии дизайнера, объясняют это желанием сменить свою скучную работу на более творческую. Ну и платят дизайнерам, конечно, неплохо. Совсем новичкам около 50 тысяч, а более опытным от 100 и выше. Но давайте разберемся, насколько это творческая профессия. Для начала нужно понять принципиальную разницу между дизайнером и художником. Дизайнер отличается от художника умением зарабатывать. Художник работает, чтобы рассказать миру личную историю и разбудить эмоции зрителей. Художнику может быть достаточно единственного зрителя, самого себя, чтобы реализовать свой творческий замысел. Творчество для художника – это способ проживания в мире. Как вы уже начали догадываться, художники – это самые творческие люди, но не богатые. Некоторые картины продают сейчас на аукционах за десятки и сотни миллионов долларов, но такие цены обусловлены редкостью произведения и тем, что художник не может написать еще, а проще говоря, давно умер. То есть картины редкие и представляют коллекционную ценность. Многие из тех, кто написал самые дорогие картины, жили бедно, а некоторые даже расплачивались за выпивку в трактирах своими набросками. Конечно, художник может делать работы на заказ, например, рисовать иллюстрации для сайтов или работать с фотобанками. Найти клиентов на иллюстрацию очень сложно, необходимо создать портфолио работ в определенном модном стиле и активно искать заказы. Если стиль вы не угадали, то можете остаться невостребованным на рынке труда. За несколько лет, что я работал в крупном международном рекламном агентстве, иллюстрации понадобились ровно один раз. Фармакологическая компания, производящая полезный сироп для детей, решила оформить сайт в стиле детских сказок. И понятно, что такой эксклюзив не найдешь на стоках. Из десятка иллюстраторов было выбрано двое, чье портфолио больше всего соответствовало задуманному стилю. Заказов мало и заработок начинающего иллюстратора очень нестабилен. Правда, есть и исключения. Одна моя знакомая придумала целый успешный бизнес. Она печатает фотографии клиентов на холсте и обрисовывает поверх масляными красками, немного стилизуя под классические картины. Этот бизнес позволил ей за несколько лет заработать на квартиру в Москве. Если говорить кратко, художник имеет полную свободу творчества и рисует то, что захочет, а потом пытается это продать. Дизайнер же наоборот, сразу работает на конечного клиента и делает то, что нужно клиенту. Как говорится, решает прикладную задачу. Дизайн – это прежде всего ремесло, а не искусство. Но есть и плюс – заработать можно еще при жизни. Перед тем, как мы разберем разные направления дизайна, я вам напомню про замечательный сайт-агрегатор курсов от разных школ. Это как Aviasales, только про курсы. Даже внутри одной школы все курсы удобнее искать через агрегатор, ведь поднимают вверх самые дорогие, а недорогие теряются в бесконечном списке. А еще через агрегатор вы сможете найти все предложения по конкретной профессии. Ссылка будет в описании. По образованию я графический дизайнер. Лет 15 назад, когда я поступал в универ, это была единственная возможность получить высшее образование в сфере дизайна. И на тот момент всем казалось, что диплом в этой профессии имеет какой-то вес. Графический дизайнер занимается визуальной коммуникацией. На практике это может быть разработка упаковки, уличной рекламы, дизайн плакатов или многостраничных буклетов. Но чаще всего это создание логотипов и фирменных стилей. К этому направлению дизайна я отношусь достаточно скептически. Новые упаковки заказывают нечасто. Многостраничный буклет уже можно сделать без дизайнера с помощью специального сервиса. Но уличная реклама, на нее вообще без слез не взглянешь. Как будто ее делают не дизайнеры, а опытные пользователи ПК. Что касается создания логотипов, это один из главных источников дохода граф-дизайнеров. Но с одной стороны есть биржи, на которых любой желающий может заказать логотип за 5000 рублей, а с другой, для более серьезных заказов, Артемий Лебедев создал услугу «Экспресс-дизайн», где маленький начинающий проект может всего за 100 000 рублей получить оригинальный логотип.
Услуга изначально подразумевает полное отсутствие правок и комментариев. Клиент оплачивает логотип вне зависимости от того, нравится он ему или нет. Еще раз, за 5000 с дизайнеров на бирже просят несколько вариантов, вносят комменты и работа может длиться несколько дней, а за 100 тысяч Лебедев продает конечный результат без правок. С недавних пор Лебедев еще больше оптимизировал эту услугу, и логотипы за 100 тысяч теперь делает нейросеть. Зрители обычно в шоке от этих логотипов. Какие-то маленькие региональные студии даже обещают сделать лучше и дешевле. Но мы с вами должны понимать, что главная задача логотипа – это запоминаться и повысить узнаваемость бренда, а не какой-то абстрактный приятный внешний вид, ровность линий и все то, что заказчики называют красотой. Для многих клиентов почему-то очень красиво это логотип BMW, хотя это всего лишь шахматные клеточки в кружочке. Именно ассоциация этого логотипа с дорогими автомобилями делает его таким желанным, а не наоборот. Любой логотип, похожий на BMW для другой компании, обречен на провал. Логотипы Лебедева запоминаются и вызывают волну обсуждений в обществе, а видео «Заказал логотип у Лебедева» собирает сотни тысяч просмотров. Заказчик при грамотном подходе за 100 тысяч рублей получает не только логотип, но и рекламу от Лебедева. А небольшая студия, готовая сделать лого за 50 тысяч, такой охват обеспечить уже не сможет. Я уже не говорю о фрилансерах. Поэтому граф-дизайн и создание лого не очень выгодная тема. По крайней мере, пока дизайнер начинающий, в первые годы работы. Я думаю, с этим понятно. И давайте уже перейдем к более перспективным и оплачиваемым направлениям дизайна. Термин веб-дизайн очень многогранен, и каждый под ним подразумевает разное. Клиенты не обязаны разбираться во всех тонкостях терминологии, и чаще всего под веб-дизайнером, UI/UX-дизайнером и сервисным дизайнером имеется в виду один и тот же специалист, который делает макеты сайтов и, возможно, приложений. Разберем небольшие отличия. Веб-дизайнер – это несколько устаревший термин. Такие специалисты больше походили на иллюстраторов, которые умеют рисовать красивые картинки. На главной странице они рисовали очень красивую вылизанную иллюстрацию, но при этом не могли нормально сверстать текст, таблицы и расположить кнопки самым выгодным способом. Еще недавно сайт воспринимался как красивая картинка, без учета адаптивности, конверсии посетителей в покупателей, да и вообще без учета той конкретной цели, ради которой пользователь пришел на сайт. Такая абстрактная красота в вакууме, почти как у художников. UI/UX дизайнер – это специалист, который делает упор как раз на эффективность сайта, на достижение определенных метрик. Такой дизайнер прежде всего придумывает персонажа, это собирательный образ клиента, и CGM – карта пути этого клиента. Далее он ищет узкие проблемные места, где пользователь испытывает сложности на пути к цели и их исправляет. Или наоборот, придумывает ловушки, чтобы пользователь не отклонялся от своего пути к покупке. Сервисный дизайн – это термин, придуманный в студии AIS. Попытка еще больше отстроиться от веб-дизайнера, который, получив и выполнив заказ, о нем забывает. Сервисный дизайнер работает на стороне агентства и сопровождает сайт клиента месяцами, а то и годами, улучшая и упрощая пользовательский путь. Motion дизайнер – это дизайнер, который анимирует статические изображения, придавая им дополнительный смысл. Как максимум, это сложные заставки для телепередач или, скажем так, видеопрезентации. Яркий неоднозначный пример – это студия MyDuck Vision, которая раньше делала очень сложные анимационные ролики. В практической работе в обычной студии Motion дизайнер чаще всего анимирует готовый интерфейс для презентации клиенту. Ну как обычный, из топ-100 хотя бы. В обычной ничего не анимируют. Чаще всего это все тот же UI/UX дизайнер, который в свободное от работы время изучил After Effects и Principle. Продуктовый дизайнер – это человек-оркестр, который отвечает за развитие продукта в целом и обычно работает на стороне клиента. Он помогает определить проблему, исследовать ее, спроектировать решение и протестировать его. В его компетенции обычно входят графический и визуальный дизайн, motion дизайн, исследование пользователей, аналитика данных, прототипирование и бизнес-стратегии, то есть практически все виды дизайна. Естественно, специалист такого уровня не обязательно сам лично всем этим занимается, то есть рисует иконки, придумывает анимации или берет интервью у пользователей. Основная его задача все же найти и решить проблему. Результат работы продуктового дизайнера непосредственно влияет на успешность бизнеса, поэтому и платят ему относительно много – 150, 200 и более тысяч рублей в месяц.
Если с детства вы рисуете, закончили художественную школу и вам это очень нравится, вы можете развиваться в графическом дизайне и заниматься иллюстрацией. Но сразу надо подумать, а как вы будете этим зарабатывать? У некоторых за пару лет получается раскрутиться на фотостоках, или можно устроиться в крупное московское агентство, где есть позиции иллюстраторов. Но гораздо более востребованная тема сейчас это UI/UX дизайн, а точнее даже просто UX, то есть дизайн пользовательского опыта. Многие крупные компании только сейчас приходят к этапу цифровой трансформации. У меня есть отдельное видео, обязательно посмотрите. Но если кратко, раньше сайты были для красоты или вообще для галочки, чтобы просто был сайт, то теперь через сайт непосредственно оказывают услуги и продают товары. Об этом смешно говорить, но до недавних пор на главной странице РЖД вместо формы поиска билетов были новости компании. Сейчас лучше всего обучаться на UX. Дело в том, что UI, то есть пользовательский интерфейс, берется из готовых библиотек, фотографий с фотостоков, ну а Motion Design обычно нужен только в крупных компаниях для презентации работ клиентам. А UX — это то, что непосредственно влияет на успешность бизнеса. Прокачайтесь в этом направлении и постепенно берите из соседних областей то, что вам нравится. Освоите Motion, сможете анимировать интерфейс, освоите рисование векторами или 3D, сможете нарисовать красивую иллюстрацию на первый экран сайта. Но как основа это UX. Один мой товарищ очень фанател от 3D. Чуть не с первого курса универа он шлифовал свое мастерство. Он изучил все тонкости, но нет таких заказов регулярных. И теперь он тоже занимается сайтами. Друзья, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!